Усатый сатанист с Белоруссии, тот, что Лукашенко с территории Белоруссии выпускает ракеты по нашим военным, а также гражданским. Многие скажут, что это русские. Но, друзья, если с твоей территории летят ракеты на другую страну, то несешь ответственность за это именно ты. Поскольку именно ты дал такую возможность, кому бы то ни было, русским, белорусам, это уже значения никакого не имеет. Именно поэтому мы требуем признать Лукашенко Александра Григоровича международным террористом вместе с Путиным. И по военному времени эти два сатаниста, гитлеровца, должны стать немедленно 200-ми. Только тогда белорусский и русский народ смогут выбрать себе настоящего патриота их страны, который не будет нападать на соседние страны и который даст этим народам возможность развиваться и быть одними из цивилизованных стран. В противном же случае, друзья, по всем военным законам, а также по Библии, мы теперь имеем полное право уничтожить и Москву, и Питер, и всю Россию, а также всю Беларусь, поскольку именно эти страны пришли в наш дом, а значит, они являются преступниками. И что бы вы там ни говорили, выход с этой ситуации только один, а именно все россияне и все белорусы должны встать против своих фашистов, сделать их 200-ми и поменять власть в своей стране. Только так весь наш украинский народ, а также наши войска увидят действенное покаяние, что народ действительно не хочет войны. Но поскольку вы сидите, ничего не делаете, вы тем самым подставляете не только тех военных, которые уже 200-е, но и всю свою страну, которую уже сегодня отключают от системы SWIFT. Более того, весь мир, вся цивилизация, в том числе Китай, уже прокляли Россию. А что самое страшное в этой истории, так это то, что сейчас достаточно уничтожить одного Путлера и одного Лукашенко для того, чтобы жить нормально, спокойно и развивать свою страну. Ведь именно они ограбили вашу Россию и ваш белорусский народ. А теперь они грабят еще и соседние страны. И не они лично, а с помощью ваших детей, ваших сыновей. Неужели ради этого вы растили своих детей, чтобы они сейчас так жестоко умирали в адских муках на территории Украины? Вы не забывайте, мы на своей территории, и Украина уже далеко не та, которая была раньше. Мы никуда не уйдем со своей территории, никуда. У нас только в одном городе, не будем называть в каком, 40 тысяч пришло добровольцев. Это как вся белорусская армия, и это всего лишь только один город, друзья. Зачем вам это? Да, мы тоже теряем своих братьев, своих близких. Мне тоже звонят, мне тоже нужно идти хоронить своих друзей, братьев по духу. Да, возможно, и мне придется погибнуть за свою родину. Все мы сейчас в военном положении, и никто не застрахован от смерти. Но я застрахован от одного, что я не буду предателем, и я не убежу со своей земли. Я буду защищаться до последнего. В интернете уже тьма видео, как люди, украинцы, без оружия полностью разоружали ваших солдат, русских и тех вот чеченцев, которые к нам прибыли. Кстати, даже фашист Путлер уже признал, что да, действительно, один из глав чеченской так званой республики погиб. То есть даже этот сатанист не может более врать своему народу. А представьте, когда вскроется вся истина и вся правда, что тогда будет? А знаете, что будет? Вы все равно встанете, вы все равно уничтожите этих своих гитлеровских правителей и все равно сделаете свободными свои страны. Так зачем вы терпите? Зачем вы ждете, чтобы убивали ваших родных и близких? Зачем? Ведь вы многомиллионный народ, который может встать и победить всего лишь одного сатаниста и закончить это кровопролитие. Кстати, отключение России от SWIFT – это полный коллапс экономики. Вы, наверное, уже все увидели, что творится с русским рублем.
Дальше будет намного хуже и опасней. Россию ждет большой голод. Уже весь мир увидел, что Украина победила одну из самых сильных армий на планете. По крайней мере, мы остановили ее так, что она уже не может двигаться. И в ближайшее время она капитулирует. Именно поэтому весь мир предоставляет нам не только оружие, но уже и добровольцы с многих стран приезжают воевать за нашу страну. И как говорят некоторые политики в Европейском Союзе, в ближайшее время уже НАТО будет просить Украину вступить в Украину. Это, конечно, возможно шутка, но тем не менее все увидели, что мы гордый, истинный народ, который любит свою землю, и мы отсюда никуда не уйдем. Мы не Россия, мы не белорусы, нас не запугать. Мы уже давно, причем на уровне генетики, стали свободной нацией. Да, в мирное время мы ссоримся, мы имеем разные политические взгляды, но во время войны мы один организм, мы один человек. Весь украинский народ стал одним сильным большим кулаком. А теперь насчет сегодняшних переговоров, которые состоятся, либо уже состоялись, все зависит от того, когда мы это видео выложим. Мы хотим сказать только лишь одно: никаких переговоров с оккупантом, никаких возможных уступок тем фашистам, которые пришли на нашу землю, быть не может. Никто с украинских воинов, генералов не исполнит никакой приказ Зеленского отступать. Все мы будем идти до конца. Мы освободим свою землю, а потом придем и будем освобождать вас. Ведь именно вы напали на нашу святую православную, истинно любимую Богом землю. Поэтому украинский народ, украинские войска имеют все права международного права, а также по Библии остановиться в Москве и повешать там свой украинский флаг. А поскольку Белоруссия тоже стреляет по нам, мы имеем полное право сжечь эту страну. Поэтому, друзья, нравится вам это или нет, мы призываем каждого россиянина, каждого белоруса встать против своих сатанинских правителей, для того, чтобы ваши страны не были уничтожены, для того, чтобы вы имели возможность жить дальше, для того, чтобы ваши дети не погибали на фашистской, загарбницкой войне. И помните, воевать на чужой территории можно только в одном случае: если эта территория первая напала на вашу страну, и вы, отбиваясь, перешли на нее в наступление. Во всех других случаях ни по Библии, ни по международным законам войны воевать на чужой территории никто не имеет права. Вот и спросите, дорогой русский и белорусский народы, своих правителей, почему они пришли на нашу святую украинскую землю. И помните, это два старых маразматика. Им и так уже пора на тот свет. Но ваши дети имеют право на нормальную, спокойную, мирную жизнь. Слава Украине!